Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим летнее вкуснейшее блюдо. Это овощное рагу с баклажанами, с картофелем. Моя бабушка называла это рагу с соусом. Прежде всего нам нужно приготовить баклажаны. Обжаривать мы их не будем. Мы их будем запекать моим любимым способом. Для этого нам нужно в стакане воды размешать чайную ложку соли, добавить 2 столовые ложки растительного масла, у меня оливковое, и все перемешать. У меня 2 больших баклажана, это примерно 800 граммов. Кончики обрезала и нарезала баклажаны на кружки толщиной примерно сантиметр-1,5 сантиметра. Кожуру я не очищала. Запекать баклажаны до румяности мы будем заранее разогретый на 200 градусов, режим конвекции, обдув в духовке. Также нам понадобится 4 картофеля больших. Нарезаем их на крупные кубики и нужно их отварить до полуготовности в подсоленной воде. Я это делаю в микроволновке 6 минут. Пока у нас варится картофель и запекаются баклажаны, 2 луковицы нарезаем на четверть кольца. В сковородке разогреваем 3 столовые ложки растительного масла и на среднем огне пассируем лук до прозрачности. Пока пассируется лук, 2 морковки нарезаем на небольшие кубики. Тоже отправляем их к луку пассероваться. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Также нам понадобится 2 болгарских перца. Так как перцы у меня большие, я взяла 1 целый красный перец и половинку желтого перца. Убираем семечки, убираем белые перепонки и нарезаем перцы на тонкие полоски. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк, это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Отправляем перцы в сковородку и пассируем наши овощи до изменения цвета и мягкости. Также нам понадобятся помидоры. У меня 500 граммов помидоров. Это примерно 5 штучек. Их нужно или натереть на терке, или измельчить при помощи блендера или мясорубки. У нас должна получиться такая густая кашица, такой густой томатный сок. Я это делаю при помощи блендера. Овощи наши стали мягкими, изменили цвет. И теперь мы добавляем специи. Это чайная ложка красной сладкой паприки, томатная паста, столовая ложка. И для пикантности и баланса вкуса я добавляю 2 столовые ложки сладкого соуса чили. Прогреваем все вместе 2-3 минуты, чтобы специи отдали свой аромат. Вливаем наши измельченные помидоры, сваренный картофель, все перемешиваем. Посмотрите, как выглядят запеченные баклажаны. Они уже готовы, они румяные, но они не впитали в себя много масла, как это бывает при жарке. Все это мы выкладываем в наш сотейник, перемешиваем. Я еще добавляю, чтобы у нас ничего не подгорело, примерно полстакана кипятка. Накрываем крышкой, солим, перчим и на маленьком огне тушим наши овощи под крышкой 15 минут. Я еще добавила лавровый лист. Пока тушатся наши овощи, 2 зубчика чеснока мелко нарезаем. И небольшой пучок зелени, у меня укроп и петрушка, тоже мелко нарезаем. Прошло 15 минут. Всыпаем чеснок и мелко нарезанную зелень. Все перемешиваем. И под крышкой даем готовиться на маленьком огне еще блюду 5 минут, после чего выключаем огонь и под крышкой даем блюду настояться 10 минут. Прошло 10 минут, посмотрите, какое роскошное, яркое, ароматное блюдо у нас получилось. Как же это вкусно пахнет, как это аппетитно выглядит. Пробуем. Друзья мои, как же это вкусно. Приготовьте это простое, вкусное, легкое летнее блюдо.